Всем привет! В этом видео я хочу построить рабочую модель вертолета в масштабе 1 к 1 из игры Rust. По сути, это будет эксперимент. Можно ли из хлама построить вертолет, оказавшись в постапокалиптическом мире, имея кое-какой инструмент и свалку металлолома поблизости? Начну изготовление вертолета с рамы из профильной трубы. После того, как готово основание рамы, приварю к ней начало мачты, на которой будет крепиться винт. К ней приварю еще одну трубу для хвоста. Основной скелет вертолета готов, далее нужно примерить двигатель. Допустим, мне удалось на свалке найти только такой двигатель с центробежным понижающим редуктором 1 к 2. Но возникает проблема, как передать вращение горизонтального вала к вертикальному валу винта вертолета. Нужен редуктор, который передаст вращение под 90 градусов. Его я сделаю из металлолома и из того, что мне удалось найти на свалке. Мне понадобится 2 уголка, 4 одинаковых подшипника, сателлиты от дифференциала автомобиля, пару валов и корпус из трубы для подшипников. Трубу нужно немного уменьшить в диаметре для плотной запрессовки подшипника. Чтобы надеть сателлит на вал, буду использовать пресс. При запрессовке сателлит сам себе нарежет шлицы на валу. Для фиксации будет использоваться стопорное кольцо. Получившуюся деталь нужно запрессовать в корпус с подшипником. С другой стороны нужен еще один подшипник для усиления конструкции и избавления от радиального люфта. Вторая деталь будет уже с маленьким сателлитом, который не имеет шлицов. Чтобы он не проворачивался на валу, сделал пазы для шпонки на деталях. Для этих двух деталей нужен корпус, который я сделаю из ранее подготовленного уголка. Приварил по бокам крышки и получил угловой редуктор. Вот так будет передаваться вращение на винт с редукцией 1 к 2. На одном из валов нужно закрепить звездочку, так как я хочу передать вращение на угловой редуктор от двигателя через цепь. Дополнительные звездочки будут использоваться как проставки. К ним, кстати, можно подцепить доп. Оборудование, например, генератор. Корпус редуктора будет являться связующим звеном двух частей мачты. Его я прихвачу к ранее приваренной трубе. Рядом размещу площадку для двигателя и сразу его примерю. Закрепил звездочку и надел цепь. Выходит, что и здесь присутствует редукция 1 к 4. Суммарно в конструкции используется 3 редуктора, и общее число получается 1 к 16, это примерно 300 оборотов на винте, при условии, что двигатель выдаст 4000 оборотов в минуту. Перед проверкой усилил мачту, так как она болтается при легком нажатии на цепь. Вот теперь можно завести двигатель и проверить.
Вертолет — это, конечно, очень круто и удобно, ведь нет пробок, но в реальной жизни это очень дорого. А что мы делаем, когда хотим подешевле? Правильно, заходим на AliExpress. Тем более 11.11 там начнется глобальная распродажа со скидками до 70%. Это едва ли не единственный день в году, когда можно купить что угодно не переплачивая, неплохая экономия. Но из этого можно получить еще больше выгоды. Тут вам поможет кэшбэк от Letysshop, который на время распродажи увеличит в 3 раза. Купите все, что давно хотели, тем более с кэшбэком. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке, а если уже зарегистрированы, ввести Leti, код Leti 1111 в личном кабинете. Но и это не все. Среди тех, кто совершил покупки с Letysshop с 11.11, могут выиграть 12 последних айфонов. Одна покупка, один билет. Я вот уже накидал себе товаров в корзину, жду распродажу. А если добавить товаров в корзину заранее, можно получить купоны на скидку, а не скупиться на них. Ссылку на регистрацию Letysshop оставлю для вас в описании. Не забывайте про распродажу 11.11 на Али. Получите кэшбэк и забирайте свой iPhone 12. А что, так можно было? Все вроде бы в порядке, на максимальных оборотах цепь не слетает и все крутится без проблем. Значит, можно переходить к удлинению вала углового редуктора. Валом послужит труба. Пришлось немного подточить вал редуктора, чтобы труба плотно села на него. Постепенно приваривал и выпрямлял с помощью штатива. Сверху на трубе будет стержень-переходник. Его я выточил на токарном станке. Далее надел на удлиненный вал кожух из трубы. Сверху разместил корпусный подшипник и приварил для него шпильки. Завел двигатель и проверил вращение удлиненного вала. Вал немного бьет, пришлось все разобрать и снова его выпрямить. Втулкой для несущего винта послужит поворотный кулак с малолитражки. Он идеально подойдет для наклона винта. Нужно отпилить с деталей все лишнее. Выточил соединитель, который будет соединять втулку и ось редуктора. Бывший поворотный кулак нужно прикрепить к мачте, для этого прикрутил к нему пару кронштейнов. Сварил также пару вилок для крепления втулки к мачте. Втулка посредством рычагов будет крепиться к штурвалу, и вертолет сможет летать вперед и назад, в зависимости, куда наклонен винт. Сам винт сделаю так же, как и на оригинале, из листа металла. Конечно, это в корне неверное изготовление винта, но как эксперимент это нужно попробовать. Для придания жесткости лопастям выпилил из профиля 2 лонжерона. Сами лопасти будут крепиться к тормозному диску через профиль. Собранный винт получился около 5 метров. С помощью болтов закрепил его на втулке.
Так как нельзя будет управлять наклоном лопастей, выставил их максимально на взлет. Допустим, я так же, как и персонаж из Раста, не знал, что это возможно, и сделал по чертежу, который нашел на свалке. Мне даже самому интересно, возможно ли держать высоту при такой конструкции винта. Проверять конструкцию буду дистанционно, потому что я максимально не уверен в ее надежности. Для управления газом на корпус двигателя прикрутил сервопривод и соединил его с заслонкой на карбюраторе. Дистанционное управление подключено, можно запускать машину. На всякий случай прикрутил раму к полу через цепь. Раскрутить винт не удалось, так как соединительная втулка начала прокручиваться. Попробовал ее подтянуть, но безрезультатно, пришлось приваривать ее к осям. В мастерской произошел целый апокалипсис, страшно даже было находиться в соседней комнате. Ближе к максимальным оборотам начала слетать цепь. Скорее всего, из-за проварки рамы сместились плоскости звезд. Звездочки я отрегулировал, немного сместив двигатель, и попробовал снова раскрутить винт. Оторвать раму от пола так и не получилось, маловато оборотов на несущем винте. При максимальных оборотах двигателя лопасти имеют около 200 оборотов, по расчетам нужно в 2 раза больше. Попробовал изменить передаточное число и установил большую звезду. В этот раз не выдержал редуктор, стерлись все фрикционы с центробежного сцепления. Нужно его заменить на более надежное. Давно хотел попробовать одно сцепление из тормозного барабана, и по концепции к проекту оно хорошо подходит. Оно сделано из тормозного барабана, ступицы и 2 колодок. Говорят, такое сцепление способно переварить большие нагрузки, посмотрим, как оно справится в моем проекте. Передаточная получилась 1 к 8, теперь оборотов должно хватить с головой. Но больше 400 оборотов давать нельзя, может разорвать винт центробежная сила. Опять выходит в районе 200 оборотов, двигателю не хватает мощности, чтобы преодолеть эту отметку, и у него не получается раскрутиться на полную. Нужно искать двигатель в районе 50 лошадиных сил, и желательно поменять винт хотя бы на деревянный, правильной каплевидной формы. Если эта тема вам зайдет, можно подумать над конструированием более серьезного аппарата. А пока это только неплохой эксперимент, который принес мне неплохой опыт, и мне было по-настоящему интересно над ним работать. А на сегодня у меня все. Не забывайте про распродажу 11.11 на Али. Всем спасибо за внимание, увидимся как обычно в следующем видео.